Всем привет! Сегодня я хочу предложить 5 аниме в жанре романтика по просьбе моего подписчика, хотя это уже третья часть в данном жанре. Ну что ж, по остальным жанрам будем постепенно все наверстывать. А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! Начну я, пожалуй, с аниме под названием Харимия. В аниме 13 серий. Аниме в жанре романтика, комедия, мелодрама. Между популярной Кёко Хори и скромным Идзуми Миямурой нет ничего общего. Однако Кёко вовсе не так беспечна, как кажется. Она вынуждена следить за порядком в доме и присматривать за младшим братом. Кто также следит за порядком в доме и присматривает за братьями или сестрами, пиши комментарий. Да и Идзуми совсем не тот, за кого себя выдает. Под школьной формой он скрывает татуировки и пирсинг. Такие разные, но они все же чем-то похожи, поэтому быстро становятся друзьями. Теперь немного моего мнения. Аниме шикарное. Романтическая составляющая классная, комедийная составляющая отличная. Каждый персонаж хороши по-своему, но помимо главных героев в аниме и вторичные персонажи каждый выделяется. В общем, данное аниме очень интересное, и я посмотрел его за один присест. Всем советую к просмотру. Вторым аниме в подборке я решил поставить аниме под названием «Ангел по соседству». В аниме 12 эпизодов по 23 минуты. Аниме в жанре комедия, романтика. Аниме новое этого года. По сюжету все просто. Нелюдимый одиночка Амане Фудзимия посещает старшую школу, где сторонится одноклассников из шумных компаний. Природная лень не позволяет ему хорошо учиться, но парень не скатывается на двойки благодаря умению трезво оценивать ситуацию и вовремя подналечь на учебу. Учителя причисляют Амане к среднячкам, не нагружают дополнительными занятиями, не требуют чрезмерных результатов. Такое положение дел вполне устраивает старшеклассника, который умело избегает любых школьных проблем. В соседнем с Амане доме живет яркая и веселая Михару Сина. Доброжелательный характер и естественная красота сделали Сину самой популярной девушкой в классе и во всей школе. Фудзимия хорошо воспитан. Заметив промокшую под дождем и грустную Махеру, попробовал приободрить и отдал свой зонт. Хоть и до дома оставался десяток шагов, парень умудрился вымокнуть и простудиться, что не ускользнуло от внимательной к мелочам Сины. Девушка берет на себя заботу о больном и ворчливом Амане. Постепенно их отношения переходят в романтическую плоскость. Немного моего мнения. Аниме интересное и особенно понравится любителям романтики, ведь в аниме сплошь и рядом одна романтика. По комедийной составляющей я ничего плохого сказать не могу, ну и хорошего тоже. Просто среднячок. В общем, посмотреть можно, но на любителя. Следующим аниме я предложу к просмотру. Эта фарфоровая кукла влюбилась. В аниме 12 серий. Аниме в жанре романтика, комедия, школа. Аниме выходило с 9 января 2022 года по 27 марта того же года. Вакана Годзё — неприметный и стеснительный старшеклассник с золотыми руками, который мечтает научиться мастерить традиционных японских кукол. С другой стороны, Марин Китагава — девушка сногсшибательной красоты, которая лучится позитивом и притягивает к себе людей. Они совершенно разные, но в один прекрасный миг их связывает косплей. Мое мнение об этом аниме. Аниме интересное, персонажи выразительные, и у каждого из них есть свое хобби и свои интересы, которые переплетаются друг с другом. Множество смешных и неловких моментов, романтическая составляющая тоже на высоте, рисовка, звук, да и сама задумка не дает тебе остаться равнодушному к этому аниме. В общем, аниме супер. Советую всем к просмотру. Аниме, о котором я хочу рассказать следующим, это Тома Девушка. В аниме 13 эпизодов. Жанрами аниме является романтика, комедия, школа. Аниме выходило с 5 января 2023 года по 30 марта 2023 года. Главная героиня еще совсем юная девушка, которая на данный момент еще учится в школе и живет обыкновенной подростковой жизнью. У нее есть небольшая проблема. Скорее, это даже проблема не для нее, а для окружения. Вся причина кроется в том, что ее все окружение
аниме считает, что она ведет себя как настоящий пацан, ведь ее манера поведения может говорить именно об этом. Девушка училась в карате-дадзё, а именно поэтому и возникли такие подозрения касаемо личности главной героини, ведь в нашем обществе люди мыслят стереотипно, а любой вид боевого искусства больше подходит парням, чем женщинам, ведь те созданы для чего-то прекрасного. Сама же девушка себя таковой не считала, а также она никак не реагировала на усмешки всякого рода в свою сторону, касаемо именно этой проблемы. Единственное, что она знала точно, так это то, что ей просто необходимо остановиться и вести себя естественно. Она и вправду была очень женственной личностью, но, к большому сожалению, рядом ей просто не хватало парня, которого сможет полюбить как она, так и он ее. На самом деле, это проблема большинства людей, которые все никак не могут отыскать себе вторую половинку. Ведь тут куча изъянов, с которыми либо ты свыкаешься, либо не можешь принять и остаешься один. В таком случае судьба решает наградить девушку подарком. Она встречает парня Дзюнтиру Кубату, в которого сильно влюбилась, но столкнулась с такой проблемой, как дать понять ему о том, что она испытывает к нему. Перейду к моему мнению о данном аниме. Аниме посмотреть можно, но на мой взгляд, сильно выраженной романтики тут нет. Комедии тут тоже не особо много, а вывозят в аниме в основном второстепенные персонажи. Рисовка неплохая, звуки тоже. В остальном просто нормальное аниме. Посмотреть можно, но сказать что-то по типу «Вау, круто» не могу сказать. Просто нормальное среднее аниме. И последнее аниме в данной подборке — это «Разлука Орхидеи и Повелителя Демонов». В аниме 24 серии. Жанрами аниме являются приключения, романтика, фэнтези и аниме китайское. Аниме выходило в 22 году. Древний демон Дунфан Цинцан, запечатанный на 1000 лет, вернулся в 3 мира и, возродившись, начал войну между демонами и бессмертными. Чтобы сбежать, он поменялся телами с бессмертной Лань Хуа, плохо контролирующей свою магическую силу. Случайно он убил ее бессмертное тело. В отчаянии они отправились в путешествие, чтобы найти ей новое. В пути они многое пережили, ссорясь и шутя, и Лань Хуа начала проникаться чувствами к Дунфан Цинцану. Но все это время она даже не подозревает, что Дунфан Цинцан использует ее, чтобы воскресить древнюю богиню войны Чиди. Хотя и это не только часть большого заговора. В общем, мое мнение. Могу сказать одно. Это аниме я не смотрел. Да, и сейчас полетят помидоры, мол, как ты можешь советовать аниме, не посмотрев его. Но могу сказать свое оправдание. Я смотрел дораму и первую серию данного аниме. И они схожи. Хотя, возможно, и есть какие-то различия. Но в аниме хорошая графика, приятные персонажи и неплохая романтическая составляющая. К просмотру советую. Вот и все. Вот такая подборка аниме у меня получилась. Если вы нашли для себя что-то новое, ставьте лайк. Ну а если хотите увидеть подборку аниме по какому-либо определенному жанру, то пишите в комментарии. А с вами был Мистер Текро. Смотрите хорошее аниме. До скорого.